Друзья, рад вас приветствовать на своем канале. Мы с вами давно не виделись. Сегодня я хочу с вами поговорить о подготовке автомобиля к сезону зимы, именно к зимовке. Как вы все знаете, направление моего канала немножко поменялось. Я стал владельцем Peugeot 5008. Очень специфичный автомобиль. Я сам не являюсь фанатом французских автомобилей, но я отдаю свое почтение этому тигриному льву, так как они ставят до сих пор айсиновские коробки, ну и самое главное, дизельные двигатели, которые лучшие в коммерческом классе. То есть мы этот двигатель можем увидеть в том же самом Peugeot Traveler, Expert, да и в принципе многие французские марки, те же Citroën Jumpy, да и в принципе очень много автомобилей мы можем встретить в надежности с этим агрегатом, двухлитровым дизелем. Автомобиль у меня сейчас немного видоизменился, он стал уже матовым, об этом мы поговорим в следующем ролике. Просто, вы как все поняли, в последнее время меня несет на более длительные по времени ролики, просто мне так удобнее их создавать, чем много коротких маленьких. Ну, к сожалению, вот я сейчас в такой стезе нахожусь, когда мне просто так удобнее, но и в целом не всегда есть порывы эмоций для того, чтобы заснять хороший контент. Сейчас уже погода изменилась, сейчас уже осень, и в целом уже заморозки начались на улице, и я решил подготовить свой автомобиль к зиме. Напишите в комментариях, как вы его подготавливаете, свой автомобиль, и какой у вас автомобиль. Конечно же, я занялся вопросом установки Webasto на этот автомобиль, либо системы автозапуска, именно сигнализации. И вот с чем я столкнулся. Поговорив со многими, у кого установлена Webasto на Peugeot 5008, если вы делаете даже у дилера, дилер делает ее не идеально, и есть определенные моменты и проблемы, что за 130 тысяч рублей, это было в 2020 году у дилера, стоила установка в систему Webasto, и она была не идеальна. Сейчас же время прошло, 23 год, и установка Webasto на этот автомобиль стоит у неофициалов только 130 тысяч рублей. В целом для меня это, я считаю, очень большая сумма. Конечно, это не оправдывает то, что у меня автомобиль покрыт полиуретановой пленкой в 200 тысяч, но все равно я за Webasto не готов отдавать такие деньги, чтобы немножко двигатель был тепленький, когда ты будешь сам его заводить. Либо второй вариант — это установка сигнализации с автозапуском. Но когда я начал штудировать эту тему, на мою странность, когда я начал говорить, что у меня Peugeot 5008, люди уже начинали практически меня отшивать. Я был в шоке. Именно я позвонил 5 сервисам, независимо какую сигнализацию я выбирал, они говорят, ну вот с этим автомобилем это сложно либо установить, либо сигнализация будет не дружить. Тем более у вас он еще и пригоненный из Кореи, это целая проблема. Поэтому многие мне просто сказали, приезжай и будем смотреть на месте. И в целом в этом ролике я хотел бы показать вам, как это было, свой пользовательский опыт, куда я съездил. В целом, кто мне дал очень много информации, а также мне дали направление, куда мне нужно идти для того, чтобы добиться цели по установке сигнализации. Ну и в целом даже очень много мне дали информации, которой я хотел с вами поделиться. Также люди не побоялись, дали мне интервью, а многие, в принципе, даже и отказывались, и не хотели на камеру что-либо говорить. Но обычно это те, кто отшивали меня по поводу установки сигнализации на этот Peugeot 5008. Ну, как бы у нас в России все-таки не любят возиться с французскими автомобилями. Во французских автомобилях своя школа электроники. Она не идеальная, она такая своеобразная. И не все электрики готовы браться за этот автомобиль. Ну и в целом, друзья, давайте сейчас я покажу, как это было. И я съездил к 3 замечательным студиям. Кто-то занимается именно продажей и установкой сигнализаций с автозапуском, кто-то предоставляет неограниченный спектр работ в плане тюнинга, а кто-то даже в плане сервиса. Поэтому, друзья, сейчас в видео вы увидите, как это было и как у меня получилось для вас взять интересную информацию. Итак, друзья, сейчас я нахожусь по адресу Каширское шоссе 61, корпус 3А. Решил я посетить студию «Кардинал». Выглядит это вот таким образом. Нахожусь здесь впервые. Очень много установочных центров. Все по-разному чем-то занимаются.
И главная моя задача узнать, какую сигнализацию можно поставить на мой автомобиль, привезенный из Кореи, Peugeot 5008. Попробую узнать в этом техцентре. Ну и, конечно же, по возможности запишу для вас интервью, если мне это, опять же, позволят. Итак, друзья, мне разрешили заснять небольшое видео. Иван, приветствую. Здравствуйте. Вы представляете компанию Кардинал Студия. И я, соответственно, хотел спросить по поводу установки сигнализации. Давайте я сейчас тогда навешу для вас микрофон. И спасибо, что вы согласились дать мне небольшое интервью. И я хотел как раз спросить именно про современные автомобили, которые вы устанавливаете сигнализации. Во-первых, какие автомобили сейчас приезжают? Ну, автомобили такие, как и БУ, так же, как и новые автомобили, новые китайцы. И в основном сейчас, вот так как вы находитесь в АТЦ Москва, да, я так понимаю, тут очень частый такой поток сейчас именно китайских автомобилей. На ваш взгляд, что лучше, брелковые сигнализации или GSM сигнализации? Ну, GSM сигнализации получше будут, все-таки это доступ более удаленный для автозапуска. А брелковые сигнализации все-таки это дальность 800-700 метров максимальная, которую можно делать запуск автомобиля. Ну и в целом, какие еще плюсы можно сказать? Ну это, наверное, прошлый век, да, уже? Ну и брелок это уже прошлый век, это опять же пользование батарейки постоянной. Вы какие чаще всего устанавливаете именно клиенты, что просят? Сейчас, GSM или брелковые? сейчас больше GSM. А брелковые, когда они сейчас продавали последние там 5 месяцев? Нет. Нет, то есть именно все GSM. А в основном какую линейку, что покупают люди вообще? Вот линейка «Призрак», И противоугонный комплекс. «Призрак», то какие Да, чаще это всего? уже обновленные комплексы, Pin2Drive называется, который уже со встроенной GPS-антенной. То есть уже лишних расходов не будет, определенная сигнализация и под ключ. И установить его можно как раз у вас, да? То есть Да. в этом будет не проблема. И такой вопрос. У меня вот Peugeot 5008 из Кореи. Вот реально ли установить такую сигнализацию на мой автомобиль, так как я очень часто обращаюсь в разные техцентры, и мне почему-то все говорят, ну, разбирайся с «Призраком», потому что другие бренды не хотят особо возиться с этим. Да, можно установить, вы привозите автомобиль, мы, если этого автомобиля не находится в списке, мы вызываем исследовательскую группу, либо договариваемся, чтобы отправить ваш автомобиль туда на исследование и уже внесение в базу. Ага, и получается разрабатывается именно под этот автомобиль новое программное обеспечение. Опять же спрашиваю, потому что в моем автомобиле используется блок управления двигателем Delphi, а в основном у всех, которые были официально завезены, бошевские. И вот как раз от этого, наверное, идет вопрос. Потому что многие просто боятся браться за это. Да, отказываются. Отказываются, да и как-то вообще не хотят заморачиваться, честно всего. В целом, если говорить о функции автозапуска, какую, на ваш взгляд, ставить лучше сигнализацию и почему? Вот если, опять же, смотреть по сигнализации «Призрак». Ну, «Призрак» более обеспечение простое, приложение простое, каждый человек поймет. Не, я имею в виду именно из линейки «Призрака», если, например. Вот что вы мне посоветуете? Из линейки «Призрака» любую. А если, определенный... самую дешевую и самую дорогую, вот какую? Там ценовая политика небольшая. Это будет либо без GPS-антенны, либо это будет с GPS-антенной. Разница, как она будет в использовании, практически никакой. Ну, опять же, опция, да? Да. То есть, Просто дополнительная опция. Если мы выбираем GPS-антенну, то мы можем увидеть, где она расположена. Полное отслеживание автомобиля, отслеживание траектории автомобиля от А точки до Б точки. Ну, соответственно, если жену посажу, да, я смогу... Плюс прослушивание автомобиля внутри. Ну это, наверное, не во всех, да, «Призраках» можно? Это, наверное, Сейчас более вот новые модели уже во всех встроенный микрофон. Ага. А, например, какая вот модель? Вот 8GL Smart Pro. Ага. И эту опцию можно... А как эта опция вообще работает? То есть... Дозваниваетесь на систему. Так. В систему встроен уже сим-карта. Дозваниваетесь на систему, она автоматически активирует микрофон. Это автомобиль должен быть в каком состоянии? Он должен быть без разницы. Или Он как будет находиться и под охраной, так как и в движении. То есть даже можно... То есть если злоумышленник находится в машине, он каким-то образом там оказался, сигнализация, если вдруг не сработала... Да, если он сигнализацию даже блок не снял, не сработала сигнализация, то можно все будет прослушать. Вызываем командой и, получается, прослушиваем автомобиль. Да, что происходит внутри автомобиля. Вообще, спасибо, что рассказали. Ну, а я так понимаю, в более слабых таких не будет, да? Вот, например,
8XL. Да, ну вот если 8XL брать, либо какие-то более старые версии Призрака, не во всех есть микрофон. Так, у меня еще, знаете, какой вопрос? Если вот у меня в автомобиле стоит Webasto, есть смысл устанавливать автосигнализацию? Это первый такой вопрос. И второй вопрос, если у меня нет Webasto, то в принципе стоит ли мне поставить Webasto и использовать еще дополнительную сигнализацию? Да, вот такие как Призрак, как раз есть функции использования штатного отопителя. Что можно будет, если у человека брелок, который опять же дальность запуска отопителя небольшая, то через Призрака можно активировать функцию удаленно запускать отопитель. То есть опять же расстояние будет совершенно другое. То есть с помощью, грубо говоря, управления Призраком мы можем запускать отопитель. Webasto, да? То есть здорово, то есть они дружат да. с другом. Ну и вот если так с технической точки зрения, то есть я вот отключаю, вообще у меня нет Webasto, к примеру, да, то какая разница между прогревом будет с автомобилем? Вот если с Webasto и просто обычный автозапуск Призрака. Одинаково. Вот мне тоже. Да. И плюс от того, что если уже будет установлено Webasto, то есть вы прогрели автомобиль, нажали, и можно также еще потом сделать автозапуск, и у вас уже при функции комфорта у вас включаются ваши штатные отопители, это обдув салона, и у вас плюс при этом еще прогревается салон, уже на прогретый мотор. Ну да, а если Webasto стоит, то он вроде не греет, да, салон? Да, Webasto не греет салон, слегка. Я понял, спасибо. Получается, в принципе, если я тогда рассчитывал на Webasto, он стоит там 130 тысяч установка, я думаю, смысла нет, и проще, наверное, просто сигнализацию поставить с автозапуском. С автозапуском. Так, Иван, спасибо вам большое за небольшие такие ответы на вопросы, интервью. И хотел спросить, как покупателям найти ваш установочный центр и почему стоит приезжать именно к вам? Найти очень просто. Либо по карте Яндекса мы вводим «Кардинал Студия», он нам автоматически выдает, где мы находимся. А так, Каширское шоссе, дом 61, корпус 3А, 4-й этаж, сервисная зона, 15-й бокс. Супер, спасибо вам большое. Будем вас рады видеть. Спасибо, до свидания. Все специалисты с опытом от 15 лет. Здорово, спасибо. Будем вас рады видеть. Найти хорошего специалиста. Спасибо. Друзья, я нахожусь по адресу Новый Арбат 36, установочный центр АСК Сити. И здесь меня приветствует Петр. Петр, приветствую. Добрый день. Хотел бы у вас небольшое интервью взять. С большим удовольствием, это работа наша. Петр, для начала интервью не подскажете, на каких автомобилях в основном сейчас устанавливают сигнализации именно по брендам желательно? Очень такой сложный вопрос, учитывая нынешнюю ситуацию на авторынке. Все ставится. Вот, начиная вот от прошлого века до последних китайцев, все ставится. И потребители что больше выбирают? Ну, сейчас 50 на 50, кто-то, кому-то защита и комфорт, кому-то только комфорт, а кому-то только защита. Что тогда можно? Ну вот вчера такой случай, два одинаковых автомобиля, в одному человеку комфорт, то есть ему автозапуск там, хотя, подчеркиваю, на китайских автомобилях есть свои автозапуски, то есть там с ключа, ну да, это тем самым очень как-то очень рубит этот комфорт. Вот. А второму человеку почему-то защита, у него тоже были попытки, он у нас машину пятую делает, это компания, она у нас юридическое лицо, вот. И он 5 СБТ поставил, 5 СБТ поставил с БТ-реле, подчеркиваю, именно с БТ-реле. Вот. А это ценовой диапазон примерно какой? Ну, в районе 20-30 тысяч, все в зависимости, какая там комплектация будет. А установка примерно сколько стоит? Ну, разная. Средняя ценовая это 9 тысяч рублей. И зависит, наверное, от автомобиля, да? Это обязательно, потому что вот позавчера у нас была Панамера, вот, и, допустим, она очень арматурно сложная. Это там, то есть да, и не потому, что эта машина дорогая, и мне надо вот обязательно унизить клиента там и с него побольше денег взять. Нет, ни в коем разе, а именно просто трудозатраты. Вот Toyota Camry, допустим, делается, ну, я так, это примерно там за 2 часа, а вот то же самое на Панамера 6 часов. Если просто грамотно... да, трудозатраты разные, конечно, да, зависит от автомобиля. Почему сейчас вообще автовладельцы покупают сигнализации? Вот какие? Вот, люди к вам приходят, и что они говорят? Что им нужно? Защита или автозапуск? Вот, по вашей статистике.
Ну вот сложно. Ну да, комфорт, конечно, сейчас все мы в гаджетах, все с приложениями, все, но и защита в том числе. Когда даже тот же человек приходит, ставит комфорт автозапуск, мне говорит, только автозапуск нужен. А когда забирает машину, обязательно спросит, а как блокировка работает? Вот тут двоякое такое мнение все равно. То есть и очень комфортно, допустим, лично столкнулся эвакуаторы. Машину грузит, сработал датчик крена, будьте любезны. То есть вот, ну. А потом уже мониторишь ее, куда отвезли. Ну, можно и там, и другим, конечно, но тут смысл в том, что мы сейчас все вот привыкли, да, вот наши IT-технологии нас к этому подвели, а тут ты ВКонтакте всегда с автомобилем, то есть ты с ним всегда ВКонтакте, то есть ты видишь... Обратная связь. Обратная связь, То, абсолютно. чего не дают вот, производители китайских Абсолютно, да, да. Была попытка там у Мерседесов, BMW и все прочее, но они это все забрали. Да. А, Петр, не могли бы рассказать именно сравнение линейки 8 и Призрака? Чем они отличаются? 8L Smart и GL Smart Pro? Ну, 8, я тогда немножечко, Дмитрий, начну вообще вот с этого угла. 8L, он тоже присутствует, это тоже в этой серии. Это весь новый сегмент 8L, 8L Smart, 8L Smart Pro, 8GL Smart Pro. Значит, начнем вот с 8L. Во-первых, ну, сразу скажу, что в них общего. Все они двухсимочные, то есть там чип сим-карта у всех. Вот. Есть клиентам, которым необходима своя сим-карта, потому что у ТЭКа договор с Билайном, и не везде, может быть, сейчас это мало, но есть такое, что где-то есть белые зоны, или кому-то просто некомфортно, ну, Билайн, вот есть там Мегафон приоритет или МТС. Плюс путешествие, да? Если едешь абсолютно, в страну, да, вторую симку. Да, ну и опять же, рынок так устроен, что сейчас устроен так, что, ну, человек имеет право выбора. Да, и поэтому вот кто не хочет Билайн, а он уже туда вшит, существует слот, в который клиент вправе, вот как мы сейчас делаем на Land Cruiser, вправе свою сим-карту предоставить, мы ее туда вставляем, и он может в техничке, то есть в программе, выставить приоритет своей сим-карты, общий приоритет, то есть какая будет лучше ловить сама самостоятельно, то есть это все в приложении делается. Это мы немножко о сходстве их. Вот. Приложение, соответственно, тоже это одинаковое у всех, то есть база общая. Дальше 8L потом оставим. 8L Smart вот в этой линейке. Это самый, так скажем, бюджетный вариант. Но бюджетный, может быть, даже не подходит сюда слово, потому что фактически основа вся есть. Приложение, в первую очередь, это сейчас, так скажем, актуально на рынке. Вот. Функция автозапуска на все машины, те, которые он запускает самостоятельно, подбор кода ключа, вот. В нем отсутствует pin to drive, то есть набор снятия с охраны. Да, вот. У него возможность снятия с охраны или прописывать туда телефон, как метка делается, призрак ID приложение. Вот, 8 телефонов, это очень важно, потому что не все системы на рынке могут позволить себе вот такой набор. Вот, в данном случае 8 телефонов можно прописать, в общем-то можно и больше было бы запрограммировать, но абсурд, то есть, да, смысла нету, то есть нет такого. Вот. Снимается. Потом у Призрака есть такая особенность, в отличие от многих. У них всегда все резервируется. 2, 3, 4 в квадрате все. То есть снятие с охраны возможно по кодам. Есть такой на карточке резервный пак-код, тоже такое допустимо. Следующая позиция 8L Smart Pro, она уже допускает pin to drive. То есть клиент может снимать машину или телефоном, мы называем это или пин-кодом, а может и то, и то. То есть вот двойная защита пошла уже. То есть человек садится в машину, запускает двигатель, идет идентификация по телефону владельца. Дальше, допустим, человек очень такой любит защиту машину, защитить достаточно. Еще пин-код существует. Это сделано для того, чтобы украли телефон, отняли телефон, вместе там завели, вроде все, тронулись, пин-код не введен, машина заглохла. 8GL Smart Pro. Все то же самое, как 8L Smart Pro, но добавляется встроенная GPS-антенна. В большинстве своих машин это допустимо. Почему в большинстве? Потому что вот GPS-антенна отдельно идет, где она наша, ну, внизу, я ее потом предоставлю, покажу. Ну, примерно она так вот выглядит. Значит, вот GPS-антенна здесь встроена. Тем самым это позволяет человеку, ну, такие машины, как корейцев, там, японцев, азиатов. Допустим, даже вот мы вчера ставили на Porsche Panamera,
работает. Вот. Просто грамотно, если подобрать, почему я так подчеркнул, просто у немцев очень много электроники, создают экран лобовое стекло, и не всем она подходит. Где очень толстые там какие-то или глубоко на BMW, допустим, прячется, желательно тогда уже тот же 8L Smart Pro, но с выносной антенной куда-либо отдельно ее поближе к источнику, где он будет нормально брать координаты, вот, показывать. Вот все их отличие, то есть более базовая, то есть Pin to потому drive что добавляется в да, дальнейшем. да, здесь GPS антенна, Pin to drive, Опять да. же мы мониторим Да, состояние да. нашего автомобиля. Сейчас всем известно, как бы все такие, все в гаджетах и все автозапуск гаджеты, поэтому очень большинство людей, вот 8L Smart это как топ, пускай он бюджет, но его всегда можно насытить, его можно прописать метки, туда доставить сирену, туда доставить микрофон, дополнительно цифровой микрофон туда Да, опять ставить. же, метки у нас выглядят вот таким образом, они маленькие, Да, и совершенно да. в паспорт могут легко войти. Да, и А у других, например, производителей метки? Ну, вот конкурент Автор тоже небольшая. У Пандоры на витрине не присутствует, но примерно похожие. То есть, как бы в данном случае очень близко это все. Тогда такой вопрос. На какой сигнализации вы пользуетесь в своем автомобиле? Так. Признак. Ну, естественно, сейчас я вот она машина, ну, Они полностью вам показывают именно как раз состояние. Чили. Даже больше. Тут вот, другую возьмем машину. Здесь можно посмотреть там. Это очень, кстати, интересная штучка такая. Пробег. Есть извините. Вот здесь пробег. Это очень важно в техничке. То есть масло, когда поменять, вы себе зафиксировали. Там есть эти моточасы. То есть посмотреть, допустим, не занимались ли чем-либо, куда-либо на вашей машине. А сейчас у вас стоит именно заблокирован двигатель. Это что означает? Двигатель заблокирован. Эта машина стоит на стоянке, неизвестная, это неизвестная стоянка, и поэтому просто. Вы да. дополнительно включили, чтобы именно. Ну да, чтобы усилить как бы защиту. Даже если все там сделают, все равно придется идти. Там БТ-реле стоит, реле блокировки, БТ, блютусовское. То есть в чем ее преимущество между обычными? Вот опять же, вы спрашивали про системы. Все системы ставятся с постоянно замкнутой реле блокировкой. Вот. Ну, существует БТ-реле. Вот. И как раз оно в какой линейке используется? Она во всех. Вот в этом-то весь, да, Bluetooth реле. То есть Если связи у нас да, нет, то мы подключаемся через Bluetooth, чтобы. Да. Нет. Вот вы садитесь в машину. Неважно, какая у вас система стоит, то там 8L, там с метками завели машину, метка почиталась, произошла идентификация владельца звуковым сигналом, и в этот момент, то есть метка прочиталась блоком, а из блока пошла в Bluetooth реле. Это усиливает. То есть, если мы просто ставим, если клиент придерживается, ему нужен комфорт. Вот минимум охраны, нужен комфорт. Пожалуйста, 8L Smart, достаточно, все. Но все равно, даже если мы делаем, вчера так делали, клиенту только автозапуск нужен на Kia, по-моему, и 8L Smart туда поставили, ему минимум нужен, но мы всегда делаем, то есть сирен там нет, допустим, еще что-то, все, но мы всегда все делаем до конца, то есть блокировка там обязательно будет, потому что человек так устроен, он говорит, мне нужен автозапуск, а в конце концов он приходит, а как блокировка будет работать? Вот, это все программно включается, это можно сделать будет. Вот. По поводу БТ-реле. Вот если ставится с БТ-реле, нашли блок, машина замкнутое пространство. Вот. И поэтому не надо быть 7 пядей во лбу, где-то блок стоит, он в салоне. Ему нужно сухое, теплое место с питанием. Вот. Его нашли, его выдернули, все. С постоянно замкнутым реле блокировки машина поедет. Ему некому дать команду, чтобы разомкнуть цепь. А если стоит вот Bluetooth реле, вот, то в данном случае блок выдернули, сигнал не приходит по Bluetooth каналу, его никак нельзя декодировать, еще что-то, вот, перехватить, не приходит до реле. У Bluetooth реле есть свой акселерометр, то есть завели машину, ой, как прекрасно, все выдернули, все,
как она трогается, Она глохнет. она разрывается. И обратно, то есть она себя не выдает как. Вот. Дальше много можно там и замок капота можно поставить, там вот HCU реле, это управление замком капота, она также есть блютусовская, есть обычная цифровая. От нее можно сделать блокировку дополнительно. Замок капота будет предотвращать быстрое проникновение под капот. А блокировка будет блокировать, препятствовать движению автомобиля. Тем самым мы увеличиваем время. Очень много клиентов все говорят, что любую машину все равно можно угнать. Это, я здесь буду долго-долго упорно спорить. Вот вчера так был, клиент звонит, он приедет, у него у друга, вот у нас 2 машины остались, не нахваливаю себя, именно так вот клиент. Вот, серьезно, вот машины не ушли. Это любое, что делается, любое ломается. Но если просто вот поставить деревянную дверь, ее ногой можно вышибить. А если вставим мы все-таки железную дверь, все-таки минимум какая-то защита. На ваш взгляд, какая функция в сигнализации лучше всего защищает от угона? Призрак давно это разработал, то есть TEC Electronics, если правильно рассуждать, давно разработал Pin to Drive. Сейчас тоже некоторые товарищи к этому подключились, но у Призрака это отработано уже годами. Что значит Pin to Drive? То есть клиент садится в машину, запускает машину и штатными клавишами набирает определенный алгоритм кнопок, да, комбинацию можно так сказать. Все, после этого машина начинает двигаться, она познает, что это владелец. В чем преимущество Pin to Drive там, перед метками, перед телефонами, перед брелоками? В том, что всех волнует код. Кода там, соответственно, никакого нету, поскольку это вот здесь весь код. Это раз. Второе, метки тоже не считываются ни у кого, тут уж не будем обманывать, но все равно. Вот. Второе, вас никогда не обременяет села метка, села батарейка, то есть там менять. Это очень иногда бывает не в то время, не в том месте. Вот. Удобно. Вот девушкам всегда рекомендую Pin to Drive. Вот честно. Потом, что Pin to Drive это индивидуальность. То есть каждый человек, набор клавиш он делает вот как ему. Нету похожего, вот просто нету. Поэтому вот в этом вся соль, в этом весь. А получается, сама система Pin to Drive, допустим, я сел в машину, запустил двигатель, нажал комбинацию клавиш Pin to Drive, потом открыл дверь, пересел я на пассажирское сиденье, открыл бутылочку пива и говорю: жена, садись, вези меня. Закрывается дверь, и, соответственно, мы проезжаем несколько метров, и машина глохнет. Антизахват, функция антихайджек. Это то есть, как раз так срабатывает. Это также срабатывает. Дверь водителя открылась, закрылась. Надо вторично вводить Pin to Drive. Это, да. По секрету скажу, эту функцию по просьбе можно отключить, потому что, допустим, кому-то это дискомфорт доставляет. Вот. В 90% люди эти очень, когда глубоко никто не вдается, прежде чем поставить, а когда поставить, и когда начинаешь объяснять, что функция антихайджек, антизахват, вот такая присутствует, оставить вам ее или отключить, 90-95% говорят: ой, прекрасно вставляете. Антихайджек срабатывает только тогда, когда мы полностью остановили автомобиль. Сам он во время движения у нас, по идее, не должен. Нет, но функция антихайджека, она срабатывает на всех на определенных автомобилях по-разному. Где-то она там 100 метров, 200. Вот, то есть, да, конечно, она не даст на определенной скорости это сделать. Вот. А так, конечно, она 100-200 метров, но вы не успеете как таковую там до 100-150 разогнаться. Она будет пиликать. Она будет предупреждать, соответственно, будут звуковые сигналы пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Это на случай, вот лично я, бывает, это человеческий фактор, забываешь, там жидкость залил омывайку, сел в машину, поехал, тронулся, забыл Pin to Drive ввести, вот, она пи-пи-пи, она вам напоминает прямо на ходу, спокойно, без всяких нервозностей ввели Pin to Drive, все, она поняла, что хозяин, никаких ошибок, все нормально, она будет двигаться, не заглохнет. Понял. Петр, спасибо вам большое за интервью. Надеюсь, моим подписчикам очень понравилась ваша более подробная информация про продукты Призрак. И хотел вас уточнить, как покупателям найти ваш установочный центр и почему стоит приезжать именно к вам? Нас легко найти. Да, на сайте ASK City, пожалуйста, можно нас найти. То есть Новый Арбат 36. Понял. Спасибо вам большое за интервью.
Я нахожусь в компании МТГ Тюнинг по адресу Варшавское шоссе, 132А, корпус 1. И здесь я познакомился с Романом. Роман, приветствую. Приветствую. Держи микрофон. И я очень рад, что ты смог ответить на мои вопросы по установке сигнализации. И хотел бы взять тебе небольшое интервью, если ты не против. Не против, конечно. Сколько в процентном соотношении они занимают в вашем объеме продаж? 90-95% занимают продажи GSM-систем, так как это очень удобно. Вы видите полностью свой автомобиль на телефоне, гаджете, компьютере. Это очень удобно. Ты сам пользуешься какой системой? Я пользуюсь призраком не на одной машине. Это очень удобно. Вот. И у меня не одна машина, у меня их несколько, и я могу посмотреть, где находится супруга, мама. Раньше были системы с обратной связью, с брелком. Когда в последний раз на автомобиль ты устанавливал обычную сигнализацию брелкового типа? Это было очень давно, эти системы устарели, потому что сейчас на всех автомобилях практически есть центральный замок. Эти системы были сделаны для того, чтобы управлять автомобилем с помощью брелка, открыть, закрыть, так как не было центрального замка, повторюсь. Если нет мобильного интернет-соединения, какие есть варианты у пользователя, чтобы контролировать автомобиль и управлять им, например, на призраке? Достаточно много способов управления. Это позвонить на систему и в тональном режиме управлять и смотреть статус своего автомобиля. Можно запустить, можно посмотреть свои датчики наклона, температуру двигателя и тому подобное. Также сделать будильник для автозапуска автомобиля. И СМС, скорее всего, еще, да? Можно? Да, СМС непосредственно. Также можно поставить приложение на компьютер, дозор там, и тому подобное. Очень удобно, очень удобно. Чаще всего какую сигнализацию вы рекомендуете своим клиентам? Разумеется, призрак, потому что система зарекомендовала себя не только на немецкие автомобили, но также и на китайские. Автомобили с Поднебесной отлично работают с данной системой. Бесключевой автозапуск, очень много всяких функций. Например, мне очень нравится включение видеорегистратора с команды с телефона. Очень классная функция. Функций можно рассказывать на призраке очень долго, я думаю, у нас не так много времени, но система одна из самых лучших. Для себя мы выбрали именно призрак, сам езжу с призраком, никакие другие системы ближайшие 5 лет я не ставил ни себе, ни своим близким. У тебя сейчас какой автомобиль? У меня сейчас автомобиль Toyota Land Cruiser 200, Audi A8, GL, как бы в семье достаточно много автомобилей, и все заточены на призрак. Каждый член семьи может зайти и посмотреть. Как бы я дал доступ супруге, тестю, очень удобно. Я думаю, что если я куда-то уеду, я буду спокоен, потому что если система до меня не дозвонится, она дозвонится до моих близких. Вот, и с машиной все будет хорошо. Сейчас чаще клиенты каких автомобилей к тебе приезжают на установку сигнализации? У нас сейчас как бы двоякая ситуация. Это автомобили, например, вот сейчас у нас стоит Range Rover, да, он 2013 года, мы сделали из него 2020 год. Клиенты этих автомобилей не хотят пересаживаться на новых китайцев и тому подобное. А есть люди, которые пересели, у меня несколько клиентов, которые с 222-х Майбахов пересели там на Solo, на BYD, Дензу. Мне, честно говоря, очень нравятся эти автомобили, они просто шедевральные. Допустим, Zeekr X или Zeekr 001, Denza 09 мне очень порадовало. Также у нас сейчас в работе Mojaro, очень приятный автомобиль. Сейчас мы его полностью разбираем, сделали полную шумоизоляцию, заклеим его в полиуретановую пленку матовую, сделаем полностью антихром, поставим также сюда призрак. Клиент очень долго думал, что ему поставить. Ему предлагали поставить многих других фирм, вот. Но он остановился на призраке, так как он увидел, как работает у меня система. Ему очень нравится код-пароль. Супер. Ну и супер. самый главный вопрос для меня, вот я как человек, тоже купивший автомобиль из Кореи, я купил француза из Кореи. Как вообще часто к вам приезжают автомобили, ну, вот, например, китайский Geely Manjaro, он из Китая, как дружит сигнализация именно с такими автомобилями? Шикарно. Все, вот, есть, конечно, разница между везенных автомобилей и невезенных, но
Проблем никаких нету. Инженеры, которые техподдержка у «Призрака», она реально шикарная. Они доработали практически все нюансы. Спасибо вот реально техподдержке. Все работает супер. Но человек, который к тебе приедет, например, один купил официально Манжеро, другой параллельным импортом, и ставят они, например, оба одинаковую сигнализацию «Призрак». Как-то они будут отличаться или все-таки нет? По практике По практике нет. Вот у нас были случаи, там, допустим, с корейцами, там, Kia Carnival, там есть небольшая разница там, в подъемах стеклоподъемника. Ну, это тоже все решаемо, как бы все это делается. Да, все это программируется, делается. Проблема по разъемам у них все абсолютно одинаково. Да. Я столкнулся с такой проблемой, что ОБД версия 1.5 вместо 2.1, и тут уже немножко сложнее получается. Ну, в любом случае, я думаю, что любая проблема решится. Ну да, главное, если есть поддержка, если есть кто-то, кто может это всем сделать. Ну и, кстати, вот, например, насколько я наслышан, у «Призрака» есть исследовательский центр. То есть, если к вам приезжает новый автомобиль какой-то привезенный, да, вы как вообще взаимодействуете с «Призраком»? Всегда с протертыми объятиями, потому что нам это интересно, нам это выгодно, мы на этом зарабатываем деньги, да. То есть, какие у вас действия, да? Мы обращаемся к представителям, говорим, что вот нам интересен этот автомобиль, они тоже смотрят, как выгоден этому автомобилю. Ну, в основном все новые автомобили, особенно китайские, они выгодны. Допустим, также вернемся к Range Rover, у них отличный бесключевой автозапуск. У многих тоже он есть, но здесь он работает гораздо лучше, полностью с управлением штатного котла и тому подобное. Машину вы исследуете здесь или вы уже даете «Призраку» на исследование сначала, чтобы они сделали прошивку для... Ну вот были разные случаи по автомобилям, приезжали к нам, когда автомобиль у нас стоял также. Здесь исследовали? Да, их инженеры приезжали, смотрели. Бывали случаи, когда мы их отправляли, своих клиентов, у которых было время. Вот, как бы всегда по-разному. То есть все зависит от автомобиля чаще всего. Да, ну и также тоже от клиента, потому что не каждый человек даст на исследование свой автомобиль. Вот. Ну, благо, что вот, повторюсь, с Range Rover'ами ребята сделали все прям четко, потому что часто к нам очень приезжают на доработки Range Rover'ы, вот, практически каждый день. Китайские автомобили сейчас тоже 2-3 машины в день, вот особенно зекеры на клейку. Также там есть свои нюансы, нету задних доводчиков, мы также ставим задние доводчики. Ну, как бы свои фишечки. Зарабатываете то, что завод решил сэкономить. Да. И такой вопрос получается, в чем уникальность твоего тюнинг-центра и где ты расположен? Еще раз давай повторим адрес. Варшавское шоссе 132А, корпус 1. Работаем мы каждый день. Уникальность в том, что вы можете непосредственно приехать, оставить свой автомобиль и сделать все полностью сразу, да, не ездить по всей Москве. Вы приехали в один центр, заклеили автомобиль, сделали шумоизоляцию, антикор, антихром, заклеили, поставили противоугонку, поставили доводчики дверей. Короче, все полностью доп. Услуги вы можете сделать у нас. Также, друзья, если ваш автомобиль новый и на гарантии, не переживайте насчет гарантии, у нас есть сертификат соответствия от МАДИ. Приезжайте к нам. Я понял, что можно сделать именно все в одном месте. Какую скидочку можешь сделать именно для моих подписчиков? Там, ограничимся до конца года, например. Ну, по поводу установки «Призрака» мы сделаем 20% на установку. И я думаю, что 5% на любую услугу нашу. Приезжайте, будем рады. Супер, спасибо тебе большое, Роман. Очень приятно. Ну и вот, друзья, вы посмотрели 3 основных интервью, которые я смог получить. От компании АСК City, МТГ Тюнинг, а также от компании Кардинал Студия. Друзья, я хочу очень поблагодарить эти компании, которые все-таки разрешили мне заснять и получить от них очень ценную информацию, потому что очень многие все-таки, кто-то стесняется камеры, как и я, в принципе, в начале своей деятельности, а кто-то просто-напросто не хочет и отшивает всех блогеров. В основном я получил очень много информации, и в итоге я понял то, что, во-первых, от Webasto я все-таки откажусь, мне нет смысла его ставить, по крайней мере, я так считаю, и за те деньги, которые сейчас стоит эта услуга с установкой, все-таки я считаю, это лучше оставить пока в семейном бюджете. Потом, также хочу в знак благодарности компаниям, которые дали мне интервью, я размещу
контакты этих компаний в описании к этому ролику. И, соответственно, ребята сказали, что они смогут дать скидку всем, кто посмотрит этот видеоролик, 20% на установку сигнализации. И в основном после взятия интервью я для себя понял очень самые важные моменты. То, что сейчас машин очень много привозится из разных стран. В моем случае машина из Кореи. Люди также покупают разные автомобили, новые и бэушные, из Китая. Те же самые Geely Tugela, Geely Manjaro, многие даже покупают бэушные. Даже Елена Лисовская также приезжает в студию, точнее отдает ребятам из студии Кардинал, сотрудничая с ними, и устанавливает сигнализации «Призрак». То есть даже до этого доходит, что популярные блогеры также сотрудничают с такими студиями по установке сигнализаций. В том числе хочу сказать, что мой автомобиль является привезенным из Кореи. Он сильно отличается по конструктиву от автомобилей, производимых для России. 8-ступенчатый автомат против 6-ступенчатого и обычный двигатель не дефорсированный, как были в наших версиях, и установленными балансировочными валами. Блок управления двигателем используется Delphi, а в российских версиях Bosch. И очень сильно все-таки это играет роль при установке, и многие даже карточки, которые мне показывали по установке сигнализации, просто некоторые опции могут не работать, но благодаря знакомству с компанией MTG Tuning, а именно с Романом, мы смогли с ним договориться о том, что он все-таки возьмется за этот автомобиль. Он связался с компанией «Призрак» для того, чтобы спросить у них, смогут ли они взять мой автомобиль на исследование. И, слава богу, он ответил мне и сказал, что да, компания «Призрак» сможет посмотреть мой автомобиль. Я им предоставил свой автомобиль на 5 дней для изучения. Как раз там даже посмотрел некоторые другие автомобили. И мне подход исследовательский очень понравился в компании «Призрак». Когда я приехал на получение автомобиля, увидел другой Чанган, и там даже измеряли реальный объем топливного бака в автомобиле, чтобы сигнализация показывала его правильно. Почему меня это очень сильно удивило? В том же самом Geely Coolray мы имели 45-литровый бак, но можно было в него налить даже 55 литров. Вот такой вот парадокс у китайцев. В целом, мой автомобиль изучили, поставили сигнализацию 8GL Smart Pro. Это одна из топовых сигнализаций с GPS-трекингом, со всеми с крутыми фишками, которые мы сейчас с вами увидели в этом ролике. Опции Pin to Drive, Anti-Hijack, дополнительные системы защиты. Ну а также в автомобиле теперь у меня есть замечательное приложение «Призрак» на моем смартфоне. Он показывает сразу же напряжение аккумулятора, температуру в салоне 17 градусов, объем топливного бака сейчас. И сейчас я могу автомобиль полностью завести с помощью кнопки на приложении. Заводим автомобиль. Прошло 3 секунды, и автомобиль у меня завелся. И теперь я могу пользоваться приложением «Призрак». Мы можем увидеть обороты двигателя, которые использует сейчас автомобиль, а также температуру за бортом, когда мы запустили двигатель. Ну и, конечно же, температуру самого двигателя. Можно включить обогревы в автомобиле и найти автомобиль на парковке. И очень классная опция, которая есть в этом сигнализации, это 2 сим-карты. Вы можете одновременно использовать обе сим-карты, либо поочередно. Я решил поставить вторую сим-карту Мегафон, ну, для того, чтобы, в принципе, было более лучшее покрытие интернет-сети. Также, если вы будете находиться на длительных поездках за рубежом, можно будет поставить карточку для роуминга. Ну и в целом есть настройки комфорта, сезонный комфорт, и будет включаться у вас обогревы, которые установлены в вашем автомобиле. Самое, что я понял в сигнализации «Призрак», одно из главных преимуществ, что она дружит очень хорошо с разными автомобилями. Но с Peugeot тут намного все сложнее. Сейчас я более детально расскажу. Сейчас на этом автомобиле используется именно пробная бета-версия. Двигатель я за двигатель выключаю. Открываем капот. Включена тревога. Для выключения нажмите 2. Для подтверждения Вот машина выключена.
поняла, что я взломщик каким-то образом. Но я опять же говорю, что система еще работает в бета-режиме. В любом случае, даже если нет сети интернета, можно позвонить на симку автомобиля, завести автомобиль, а также, как я еще выяснил, судя по интервью, что можно узнать, что там говорит тот же самый злоумышленник, который пытается взломать ваш автомобиль. По конструктиву самого Peugeot, благодаря установке сигнализации, я только сейчас понял, что здесь ребята из установочного сервиса установили дополнительную обманку для того, чтобы машина думала, что у капота есть концевик. Ну, датчик концевика, закрытие капота. Раньше его из завода не было. И машина, в принципе, в штатном исполнении не распознавала капот как вообще открытый и закрытый. Далее, что было интересно, дополнительные устройства сирены. Также мне дополнительно установили. И в целом такому подходу я прям очень удивлен. И я очень рад, что компания «Призрак» дальше разрабатывает свое приложение. Его можно всегда обновлять. А также в данном случае в моем, учитывая, что они взяли автомобиль на исследование, они смогли разработать прошивку с нуля, потому что машину они такую вообще не видели никак. Проблем с машинами для привезенных для официального российского рынка вообще не было никогда. И это единственная компания «Призрак», насколько я видел в чате Peugeot Citroën, которая обошла ошибку иммобилайзера и второго ключа для легкой авторизации бесключевого доступа. У меня, опять же, есть небольшие проблемы. Например, когда я открываю автомобиль, он хочет сначала закрывает окна, потом только открывает автомобиль. Так быть не должно. Поэтому я, наверное, определю время и оставлю автомобиль на завершение тестирования и доработки прошивки. А так в целом все работает штатно и нормально, если бы меня только не подводил мой аккумулятор. В целом вот так вот все это работает. Я очень хочу поблагодарить всех ребят, которые мне дали интервью. Я очень рад, что я смог разобраться в тонкостях систем автозапуска и охранных систем. И как раз таки все сервисы, которые продают эти автомобили, также выбирают компанию «Призрак» и именно их продукцию в качестве сигнализации с автозапуском. Также хочу я поблагодарить компанию МТГ в лице Романа, который взялся за мой автомобиль. Сигнализация для меня стоила 21 тысяча рублей, она также стоит и для вас. По установке Роман мне всего лишь сделал с небольшой скидочкой за 5000 рублей. Он смог взяться за мой автомобиль. Это благодаря тому, что мы с ним нашли общий язык. По разработке программного обеспечения на мой автомобиль, а именно прошивки «Призрак» для сигнализации, я не потратил ни рубля. Это сделали бесплатно в компании «Призрак», потому что им интересно сделать продукт для автомобилей, которые у нас будут продаваться на рынке. И сейчас, как мы все знаем, те же автомобили Peugeot 5008 очень пользуются популярностью и привозятся из Кореи и в Европу. После просмотра этого ролика вы можете опуститься в описание и в комментарии и посмотреть закрепленную информацию о каждом этом сервисе, в который я брал интервью, услуги, которые они делают и где они находятся. Друзья, был рад для вас стараться. С вами был, как всегда, Дмитрий Лелюхин. Огромной вам удачи, здоровья и пока!